Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Я Гельманов Тагирзян Ахимзянович. Скажите, пожалуйста, в какие годы и на каких должностях вы работали в Юганск-нефтегазе? В Юганск-нефтегазе я начал работать с 1974 года после окончания института. Начинал слесарем, работал в нефтегазодобывающем управлении «Правдинснефть». Закончил там работу в должности главного инженера, потом был переведен в головной офис производственного объединения «Юганск-нефтегаз». Работал заместителем генерального директора по экономике, заместителем генерального директора по сервисному производству. А 1998 года был назначен генеральным директором и проработал на этой должности до мая 2003 года. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что на вашем предприятии для налоговой инспекции даже был выделен кабинет. Они там дневали и ночевали. А что, были большие претензии в налоговой инспекции к Юганск-нефтегазу? Ну, я бы не сказал дневали, ночевали. Люди дисциплинированные. Начало в 9, конец в 6. Это структура государственная. Но не с точки зрения больших претензий, а с точки зрения, что предприятие большое. Мы добывали и уже в 2000 году 30 миллионов тонн нефти, в 2003 50 миллионов тонн нефти. И поэтому 4 крупных подразделения добывающих. И поэтому просто в рамках масштабного финансового оборота, в рамках масштабного документального оборота требовалось много времени и достаточно большое помещение, чтобы все это было комфортно работать. Но, в принципе, налоговая для нас не была врагами. Это была государственная структура, один из институтов государства, который выполняет свои функции. И для нас было лучше, если в рамках вот такой работы, что называется, в текущем режиме, поднимались вопросы, как-то разрешались, мы уточняли свои балансовые отчеты, свои записи. Но, конечно, не все кончалось в рамках рабочих дискуссий. Некоторые вопросы жестко упирались по точкам зрения, выходили на арбитражное производство, и точку над всеми проблемами и спорами ставил суд. Но это была текущая рабочая обстановка. Ну, конечно, ненормально, если приходит инспектор, куда же, в коридор, что ли, посадишь? Ну, а в кабинете тоже свободных столов нет, все столы заняты, это естественно. Бюджет, который у вас был, он покрывал все расходы Юганск-нефтегаза? Вообще прибыль была в этом бюджете? Покрывал все расходы и операционного порядка, и налоговые отчисления, и капитальное строительство, инвестиционные проекты были. Он покрывал, и была прибыль, потому что часть финансирования шло из прибыли, как по источникам финансирования. Прибыль была, прибыль считалась, прибыль определялась, о ней докладывалось на совете директоров, и поэтому поступления, которые шли за проданную нами нефть компании ЮКОС, просчитывались, и деньги поступали своевременно и в полном объеме. Были времена кризиса, когда не было денег, но их не было не потому, что нам не хотели платить, а просто выручка от реализации нефти не покрывала те затраты. Это была очень низкая цена. А каковы были капиталовложения ЮКОСом в Юганск-нефтегаз? Я на память могу только назвать один год, 2003. Это было на уровне 17 миллиардов рублей. 17 миллиардов рублей на обеспечение добычи, на прирост добычи. Это только чисто капитальные затраты. Это на вновь вводимые, вновь построенные объекты. А вот социальная сфера. Каковы были вложения ЮКОСом в социальную сферу и куда вкладывал ЮКОС деньги? Я помню, что Ханты-Мансийский район в 2003 году мы запланировали расходы именно в социальной программе района на уровне 90 миллионов рублей. И это 3 миллиона долларов. Это можно говорить так. Мы построили хороший спортивный комплекс в городе. Мы построили бассейн в поселке Койковском. Это поселок нефтяников с численностью 15-17 тысяч человек. Мы построили в городе Путиахе прекрасный аквацентр.
И поэтому я считаю, что компания уделяла должное внимание решению социальных проблем. Мы помогали медицине, была телемедицина установлена. Мы помогали системе образования, интернет-классы, ЮКОС-классы. Это те программы, которые стимулировали развитие детей нашего города и обеспечивали хорошую программу медицинскую. Скажите, пожалуйста, а как относились к Михаилу Борисовичу Ходорковскому в Югоснефтегазе? Я думаю, что доминирующий это были положительные отзывы. Люди его уважали, люди признавали его как руководителя компании. Он был открытым. У него был такой принцип, если мы приходили в коллектив, он просил нас, руководителей, цехов, подразделений, вы останьтесь, я поговорю сам. И люди на этих совещаниях, на этих встречах могли задать любые вопросы, касающиеся жизни в городе, касающиеся условий оплаты труда, касающихся в целом вопросов безопасности промышленной. Он был открытый и доступен. Но никто не позволял себе, я извиняюсь, хлопать его по плечу, как выражается, да? Но при этом он никогда не говорил, что мне некогда. Даже были случаи, когда программа уже по времени истекала, программа пребывания, он шел на задержку рейса, просил задержать и заканчивал обычно те встречи, которые неожиданно выливались в больший объем, чем по программе. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Михаил Борисович Ходорковский, Платон Леонидович Лебедев, принуждали вас когда-нибудь делать что-то незаконное, когда вы работали? Нет, это невозможно. Что значит делать незаконно? Кто будет делать незаконно? Мы же не дети. К примеру, сегодня прокурор Лахтин сказал, что за ваши бонусы, возможно, вы покрывали деятельность Ходорковского. Нет. Бонусы платили за хорошую работу. Мы на самом деле были эффективной компанией. Темпы прироста в России были только крупные еще и у Богданова в Сургутнефтегазе и в Сибнефти. Остальные компании поднимались на 4-5%. Мы поднимались до 15-18%. Это была эффективная работа. Более того, мы укладывались доведенные до нас затраты, операционные затраты на 1 тонну нефти. Мы более эффективно проектное финансирование внедрили в капитальные вложения. Конечно, наверное, это все было не без греха, да? Но тем не менее нам платили за хорошую работу, а не за то, чтобы мы молчали и делали что-то незаконное. Я никогда не считал, что мой коллектив, которым я руководил, делает незаконно, и мы совершали преступления. Мы делали нужную, полезную работу, добывали нефть и всегда гордились своей профессией. И мы считали, что мы работаем как на благосостояние региона, так и на благосостояние всей России.